кефир и есть прокисшее молоко. Польза будет, по крайней мере. Следующий вопрос. Так и химия для волос тоже. Вопрос забавный. Путин, да и многие другие госдеятели стали поднимать национальную идею русских и других коренных народов России, как и вы писали, что это придворный пиар. Или вы на них так повлияли? Во-первых, в большинстве случаев самое забавное, наблюдалось весьма интересные вещи. Вот я делал какое-то выступление, что-то скажу на выступлении, да? Потом странным образом почти те же словами повторяют, только не все. Частично говорится, а другая часть молчится. Потому что прекрасно понимают, что то же состояние, которое загнали в первую очередь русский народ, русы точнее, другие тоже страдают. Но сейчас специально пытаются, что вот я удивляюсь, вот, когда другие малые народы, которые жили на территории России всегда, как легко они поддаются на провокации. Вот их специально сейчас провоцируют, чтобы они пакостили русам. Ну, все, что угодно делают. То есть, если, как говорится, кого-то представитель малого народа убьют и забьют руса, к примеру, или изнасилуют девушку русскую, к примеру, это хулиганство, да? Но если русские парни заступятся за девушку и забьют или убьют того насильника и так далее, это уже шовинизм, национализм. Забавно получается, да? Я не понимаю, какая разница. Если преступление есть, должно быть преступление одинаково. Если вы говорите, это хулиганство, то и это должно, с другой стороны тоже должно быть хулиганство. То есть получается следующее. Нам не дают права защищать свое достоинство. Почему? Потому что и малые народы ведут себя, извините, есть поговорка, нельзя приходить в чужой дом, в чужой магазин своими законами, правильно? Если кто-то приехал, я, допустим, когда приезжаю в какую-то другую страну, я не говорю, чтобы они жили по моим законам, которые мне кажутся правильными. Они, может, действительно правильными. И я могу доказать, что так. Но это, извините, это их страна, это их право жить потому. Они могут мне спросить, я могу сказать, они могут принять и не принять, если на то пошло. Но заставлять их жить требовать от них, чтобы они жили, как я хочу, это неправильно. Так вот, просто совет малым народам, когда те, кто приезжает на территорию России, среди русского населения, не поддаваться провокациям некоторых, как говорится, провокаторов, которые действительно существуют у этих народов, которым проплачиваются, которые навязывают вам поведение агрессивное, наглое, унижающее достоинство русских людей. Потому что это добром не кончится в любом случае. Потому что, так сказать, вот когда начинают так, опять-таки, представитель малого народа сделал что-то, это просто хулиганство, там, уголовное преступление. Если в ответ, что сделали русы, славяне, то это шовинизм, национализм, экстремизм. И вот и потому что вот такое двойные тройные стандарты, и возникает мнение вот у некоторых малых народов, да и, извините, наши ребята тоже, много ли мужчин осталось, настоящих мужчин, которые могут постоять за свое чувство достоинства? Извините, скажите, много? Мало. И, в принципе, в этом плане я вот рад, что, с одной стороны, рад за них, но мне горько за наших ребят, парней и мужиков. Потому что, извините, если те же самые малые народы на Кавказе, если изнасилуют сестру кто-то, то ее родственники этого человека просто так не оставят. Вы скажете, дикие законы? Да, не нужно убивать, но наказать нужно, правильно? А что получается? Да и, извините, не очень мне радуют и наши девушки тоже, которым показывают, открывают карман, показывают бумажки какие-то, и они ради этих бумажек готовы делать все, что угодно. Мне, честное слово, когда такое происходит, вы знаете, что это я не придумываю, это правда. Мне действительно становится очень горько и обидно за наших девушек, что неужели они оценивают себя в это? Неужели они думают, что потом их кто-то уважать будет? Учат так. А извините, а семья на что?
Извините, да мне хоть что бы ни говорили, я никогда не сделаю то, что противоречит моему внутреннему пониманию. Значит, они хотят хорошо жить, да? Хотят красиво одеваться и так далее. Ничего плохого в этом нет. Но вопрос, что и как за это нужно отдать? Вы знаете, когда вот, немножко пройдусь по нашим кандидатам нынешним, да? Понимаете, Прохоров заявляет, что он заплатил за каждую подпись по 500 рублей. 2 миллиона когда собирал. Помните, да? Но он официально заявил это. С экрана это не я придумал. Это не в кулуарах шепнул кому-то. Вы знаете, я платил по 500 рублей каждому за голос. Перед камерами, перед журналистом еще с бравадой. Извините, после такого заявления его должно вышвырнуть было немедленно. Потому что подкуп голосов, покупка голосов – это преступление, уголовное, между прочим. Никто его не арестовал. А дальнейшие вещи тоже почитайте, скоро статья выйдет, и Прохорова тоже там немножко утюжу, так что мало не покажется. Вот, понимаете, но вопрос. Хорошо, Прохоров такой человек, платит голоса, но что люди, которые за 500 рублей продают себя? А потом люди говорят, а почему к нам относятся так? А извините, если человек сам себя оценивает, свой голос в 500 рублей, его кто-то оценит больше? Вот скажите. Оценят? Так что же мы, извините, жалуемся тогда? А почему нам относятся так? А потому что 2 миллиона, по крайней мере, у Прохорова нашлось, которые, получив 500 рублей, отдали свой голос. Это безразличие, конечно, я понимаю. Лишние 500 рублей, не помешает, да? Но они же продали себя за 500 рублей. Об этом почему никто не думает. А потом удивляется, почему к ним отношение такое. Да и будет такое отношение, как 500 рублей, стоимость 500 рублей. Вот и стоишь человек. Если ты сказал, что ты себя продаешь, свое имя, свой голос за 500 рублей, значит, и стоишь 500 рублей. Или как тоже, когда вот этого Мезенцева, кажется, да, поймали, когда он голоса подделывал, студенты-миссионеры сидели, за каждую 1000 подделанных подписей им платили, сколько, 5000 рублей, кажется, да? Что такое было, тоже была информация на экранах, тогда с видеозаписью и так далее. Представьте себе, человек сидит и подделывает подписи 1000 человек, чтобы получить 5000 рублей. Неужели не понимает, что он совершает преступление, что он преступник сам по себе, и что за эти 5000 рублей он продает этих 1000 людей, которые даже ни слухом, духом не знают об этом, и себя самого. А потом люди удивляются. А почему такое? Так вот, или вот как я слышал тоже, старушка там говорит, вот мне хорошо, мне подарили булку хлеба и килограмм крупы. Это хорошие люди, я за них проголосую. Значит, булка хлеба, килограмм крупы. Гречневая, кажется, я помню, была, да? Неплохая крупа, правильно. Но насколько крупы и хлеба хватит этой бабушке? На пару дней, да? На неделю хватит. Так вот, она отдает голос за это, не понимая, что те, кому она продает себя за булку хлеба и килограмм крупы, воруют у нее ее пенсию в 1000 раз больше по стоимости. И что, если бы этих воров не было бы, то она получала пенсию сама, и ей помощь была такова, что она могла покупать сама каждый день ей не только булку хлеба, а еще и красную икру к ней. Понимаете, да? А потом люди опять удивляются. А почему вот мы в таком состоянии? Так извините, вот когда люди себя ведут так, тоже мне лично больно. И, по крайней мере, надеюсь, что здесь сидящие так себя вести не будут. Потому что если вы поведете себя, значит, вы поставите цену себе, во сколько вы себя цените. А я считаю, что человек не имеет цены вообще, бесценен. Любой человек.
И он не должен никогда продавать себя, даже если он помирать с голоду будет. Если он продаст, значит, он себя поставил цену 500 рублей, 1000 рублей, там, 5000 рублей. Вот, поэтому вот некоторые вещи, если бы таких вещей не было бы, то это, может быть, не избирались те госслужащие, которые воруют миллиардами, вывозят триллионы долларов, уже не рублей, за пределы страны, и там почему-то все другие процветают, все другие поднимаются, а Россия только, так сказать, пояса затягивает, и люди страдают. Частично, я считаю, что причина такого поведения людей – это тысячелетнее христианство и потом советские времена, когда отправили в концлагеря всех людей, которые что-то высказывали против, которые чуть-чуть только высказывали свое собственное мнение. Ну хорошо, допустим, к примеру, отправят в концлагерь, кто-то наиболее активный, одного в тюрьму, одного, другого 10. Но если все будут, всех не отправят. Им нужен кто-то, чтобы все остальное делал за них. Вот понимаете, как люди действуют? Ага, вот его тронули. А, нет, не буду делать. А вдруг мне тоже попадет. Ну, правильно, не попадет. Зато когда буду делать, не жалуйтесь. Потому что ничего же не делали сами. Поэтому я не призываю к революциям, ничего, потому что я считаю это выгодно. Там. Но гражданская позиция, по крайней мере, не продавать свой голос, и так далее, действует по совести и справедливости. Как вот, я помню, в каком-то фильме видел, кого-то увольняют с работы, и кого увольняет, возмущается. То вот, люди, почему же вы не, почему никто меня не поддерживает, и так далее, почему, так далее, так далее, так далее. Никто не поддерживает. Потом увольняет другого, который не поддерживал. Он кричит, и его никто не поддержит, никто не заступит за него. Почему? Потому что каждый дрожит вот за свое место. Вот. А если я вякну за его защиту, то и меня уволят. Все равно увольняет. Так вот, понимаете, вот, когда вот такое состояние внутреннего рабства, я бы назвал это, у людей есть, то, к сожалению, что же тогда ожидать, что вот такие паразиты паразитируют? Естественно, будут паразитировать. Безропотные овцы, которым погоняют, на бой не гонят. Конечно. Ладно, а то я увлекся тематикой.